Всем привет! Меня зовут Даша, и добро пожаловать на мой первый влог про прекрасную Бразилию. Собака для привлечения внимания. Расскажу немного о себе. Мне 21 год, я изучаю международные отношения, я просто обожаю путешествовать, и самой заветной мечтой моей было доехать когда-нибудь до Бразилии. В этом влоге как раз таки покажу, как это произошло, почему это произошло, и насколько мне понравилась эта страна. Посетим с вами город Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, ну и в целом расскажу впечатления от программы. Не будем затягивать, поехали! Дорога до Бразилии заняла у нас 3 пересадки на самолетах и в целом 2 дня. Мы доехали на машине до Вильнюса, далее полетели с пересадкой во Франкфурт, а дальше нас ждал 13-часовой ночной перелет до штата Сан-Паулу, откуда потом мы полетели внутренними перелетами до Белу-Оризонти, город, в котором запланирована летняя школа. Рассказываю про программу. На факультете международных отношений я изучаю английский и португальский языки, и именно с университета у меня началась моя огромная любовь к всему португальскому и бразильскому. Я начала писать статьи про Бразилию, слушать португальскую музыку. Я также везде активничала, например, помогала бразильскому посольству в Беларуси организовывать мероприятия. И когда посольство Бразилии в Минске объявило о заключении сотрудничества между бразильским и белорусским университетами, они стали выбирать 2 студентов из белорусских вузов, чтобы поехать по обмену. В итоге отобрали меня и еще одного студента. В летнюю школу по исследованиям Бразилии слетелась молодежь со всего мира. Были ребята из Австралии, ЮАР, 6 ребят из Великобритании, Франция, Румыния и так далее. Азия, как Казахстан, Китай, много стран Латинской Америки, Панама, Мексика, Соединенные Штаты Америки, мы из Беларуси и, конечно, сами бразильцы, которые хотели очень пообщаться со всеми участниками. Сама программа включает занятия по основам бразильской политики, истории, международных отношений, моя тема, геологии, права, экономики, искусства, культуры и расовой принадлежности. А также несколько раз в неделю мы изучали португальский язык в группах продвинутого и начального уровней, соответственно, нашим знаниям. Кормили нас в студенческой столовой, очень вкусно, как вы видите. Всегда море овощей и фруктов, например, арбузы, дыни, мандарины, тропические фрукты. Наш день был заполнен на максимум. Выезд из dormitorium или общаги в 7 утра на частном автобусе, учеба до 4-5 дня и выход в город с ребятами до 1-2 ночи. Но шоком для меня был световой день. В июле в Бразилии темнеет в 5 дня. Тут ремарочка. В Бразилии в этот месяц зима. Восприятие музыки и культуры у нас, у бразильцев, тоже очень отличается. На видео вы видите обычный вечер среды в баре, не самым известным, и все люди пришли на живую музыку, веселятся, танцуют самбу, хлопают в такт и поддерживают музыкантов, которые явно не самые популярные в городе. В рамках программы нам организовывали выездные экскурсии в самые интересные места нашего штата Минас-Жерайс. Этот город был основан в 18 веке под названием Вила-Рика, что в переводе с португальского означает «богатая деревня». Он был центром бразильской золотой лихорадки в 17-18 веках, то есть городом Золотого кольца, и экономика здесь процветала. После истощения золотых запасов колонизаторами, то есть Португалией и теми странами, с которыми она торговала, город пришел в запустение. В настоящее время Оуру-Прету является главным местом исторического туризма в Бразилии и известен прежде всего своей богатой архитектурой стиля барокко. В 20 веке город внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. А здесь мы шли и услышали громкий писк, подумали, что это птицы, но позже заметили обезьян. Здесь меня особо поразила идея имитации звука барабанов голосом, потому что раньше в наших хорах я никогда такого не слышала.
вот, наконец, настал день, которого все так ждали. Мы пошли смотреть бразильский футбол. Как видите, весь зал ярко болеет за команду Крузейра. Это команда из Бело-Оризонти. Она считается одной из самых сильных в Бразилии. Всего у них на счету 4 титула чемпиона Бразилии и 6 кубков этой страны. Вы просто обратите внимание, как все болеют. Все стоят ногами на стульях, совершенно никто не сидит. Был даже инцидент, когда я чуть не упала на людей вперед. Один из свободных вечеров мы с ребятами поехали на самую высокую обзорную площадку в Бело-Оризонти насладиться закатом. Капоэйра – это афро-бразильское боевое искусство, которое сочетает в себе элементы борьбы и танца. В истории Бразилии капоэйра была национальным единоборством, которое помогало рабам выживать в условиях рабства. Навыки данного боевого искусства маскировались под танец, и далее рабы могли сбегать. А в один из дней мы окунулись в настоящую бразильскую сказку. Приехали в Инатим. Это крупнейший в мире парк-музей и ботанический сад, который расположен в Минас-Жерайс, опять же. И он сочетает в себе современное искусство и природную красоту на площади 5000 гектаров. Сейчас это одно из самых масштабных арт-пространств, где можно гулять по галереям и одновременно наслаждаться природой. На выставке представлено более 700 работ авторов со всего мира. В 2014 году музей был включен в топ-25 лучших музеев мира по версии TripAdvisor. А эта интерактивная идея прямо-таки запала мне в сердце. Прямо в музее вам бесплатно предлагается посадить цветы. Есть горшки со всеми буквами алфавита на латинице. Предоставляются лопатки, земля, лейки и, конечно, семена. Каждый из нас посадил как минимум одну букву с цветами, и мы поставили эти горшки в огромном поле на фоне гор, где хранятся все остальные готовые цветки. Обратите внимание на одно из зданий музея. Здесь снимался известный бразильский сериал «3%». Если вы не смотрели, очень советую почитать сюжет. Как ни грустно, наша летняя школа уже стала подходить к концу, и на последний день мы собрали группу и готовились к выступлению на шоу талантов. Я, конечно же, не упустила возможность сыграть свои любимые мелодии на синтезаторе.
После концерта мы рванули в дармиторию, чтобы собрать все наши вещи и уже выселяться. И в конце закончили все последней вечеринкой. И в компании 5 друзей и кучи чемоданов мы поехали исполнять свою давнюю мечту – Рио-де-Жанейро. Два самых популярных пляжа в Рио-де-Жанейро – это Ипанема и Копакабана. Здесь мы встретили очень много футболистов, волейболистов и даже китов. Для меня это был также самый первый раз, когда я увидела океан вживую. До нашего вылета обратно на европейский континент осталось менее чем 2 дня, поэтому у нас был целый марш-бросок за 2 дня успеть посетить все красоты Рио-де-Жанейро. Поэтому на второй день пребывания мы отправились куда? Правильно, на самую высшую точку смотреть первое в моей жизни чудо света. Чего мы точно никак не ожидали, это увидеть обезьян на высоте 700 метров над уровнем моря. Далее мы отправились на охоту за свободным местом на лестнице Силарон. Она известна на весь мир благодаря своей яркой пестрой мозаике. Выложил ее чилийский художник. И вот, спустя 3 незабываемые недели в Бразилии, мы снова поднялись на самолетный трап. Также хочу рассказать про свой опыт джетлага. Лететь из Европы в Бразилию, то есть с востока на запад, оказалось намного легче, чем с запада на восток. Что, я думаю, пора подытожить наш прекрасный влог и рассказать еще немножко интересных фактов по Бразилии. Да, мне это все очень интересно. Музыка. Советую вам послушать, если вы еще не слышали, конечно, такие направления, как босса-нова. Здесь напишу название песни, которые 100% нужно послушать каждому из вас. А также бразильский фанк. Кто не знает бразильский фанк? Пару слов про цены. Будничные продукты, поход в кафетерии, в рестораны иногда мне обходился в такую же цену, как в странах СНГ, если не дороже, особенно импортные товары. Зато бонусом все фрукты, в особенности папайя, маракуйя, это просто рай и очень дешевый здесь. Язык, конечно, в Бразилии говорят на чем? На португальском. Давайте выучим пару фраз. Например, сказать спасибо. Девушки будут говорить обригада. Парни скажут обригаду. Обригада? Обригада. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Это доброе утро, добрый день, добрый вечер. Чао. Пока. Чаузиньо. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Целую. Чаузиньо.